Всем привет! Вы на канале Рукавешка, и сегодня мы гуляем по Мадриду. Есть такое клише: пишешь название любого города и добавляешь «город контрастов». Тема лекции: Нью-Йорк, город контрастов. Так вот, Мадрид — это реально город контрастов. Я бы даже назвал его европейским Нью-Йорком. Сегодня мы прогуляемся по эмигрантским кварталам, подивимся количеству полиции на улицах, зайдем в музей Прадо, чтобы посмотреть на темное творчество Гои и Босха, побываем в африканском квартале, поболтаем с местным жителем и нарядимся в сенегальскую одежду. Посмотрим, как бездомные устроили ночлежку прямо посреди исторических памятников и многое-многое другое. Мадрид — город контрастов. Поехали? Пацаны, вы тут гоп-стоп устраиваете, что ли? Полиция. Чат кутежа, происходит. Если мы говорим о хтоне и грязи, да, то 2 спальни, 1 ванная, 80 квадратов. А это вот чуваки, которые продают всякую фигню. Мимо проехала полиция, полицейское государство. Да не говори, заборы, менты, все как у людей. О, запахи Мадрида, моча, мусор. Мусор, который мы не комментируем, да, как Миша говорит. Мусор, а наверху вот такие милашечные балкончики. Ну, как вы это вот сочетаете, я не понимаю. Да, вот там арка генерального штаба. Эти глубища — это станция метро. И тетушки-матушки, это что такое? Вот там сейчас сауна просто. Ну, на улице, конечно же, плюс 150 градусов по Цельсию. В общем, вот Сервантес и его потрясающий Дон Кихот. Геракл вытаскивает из пасти льва катышек шерсти. А что это у нас за красивое здание впереди? А это у нас вокзал Аточа. Мы в Мадриде. Спасибо, что перекрыл мне кадр. Ну, это как обычно. Мы в Мадриде. Город начинается с вокзала. Да? Туда мы еще сходим обязательно в отдельном другом ролике. А сейчас мы давайте прошвырнемся по центру, посмотрим на мигрантские кварталы, на хорошие кварталы, дорогие и недорогие. Ну и вообще, чем живет, чем дышит Мадрид. Не был тут год. Посмотрим, что изменилось. По-моему, не изменилось ничего. Вот чем отличается Мадрид от, например, Вены, да? И то столица, но одно столица Австрии, а другое столица Испании. Постоянные полицейские машины. Не скорые именно, а полицейские. Вот мы здесь были с Наташей только что в музее Прадо. Сейчас я про него тоже расскажу. И по-моему, каждые 2 минуты какая-нибудь сигналка. Напоминаю, что если вы не смотрели ролик про Вену, то будет ссылка обязательно. После этого ролика можете посмотреть. Напоминаю, что в Вене меня как раз удивило отсутствие полиции. Здесь меня удивляет с точностью наоборот присутствие полиции буквально на каждом шагу, причем в разных автомобилях. И легковушек, и каких-то огромных, черных, я не знаю, прям страшных. Это не вызывает такого... В этом нету безопасности, да? Как раз когда полицию не видишь, ты чувствуешь безопасность. И когда ты видишь полицию на каждом углу, и они еще гоняют каждые 2 минуты с своем, сиренами и криками, как-то это не говорит о том, что город безопасный. Но при всем при этом... Давайте еще разочек. Вот там музей Прадо. Сейчас будет оттуда небольшая вставка. Но, да, смотря на лица людей, и то, как они ходят, и то, как они себя ведут, местные именно люди, со всякими телефонами в задних карманах, там, на улице едят, телефон на столе оставляют, пошли в туалет, там, сумка на улице осталась, вообще плевать. Видимо, это от района еще зависит. Но, в общем, глядя на местных людей, создается обратное впечатление, как будто бы здесь безопасно. В общем, странно, очень странно. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. А теперь музей Прадо, а я пока двигаюсь в сторону центра. Музей Прадо — это как Лувр, только без селфи перед Моно Лизой. Здесь выставлены Веласкес, Гойя, Эль Греко, Тициан, Рубенс и даже Босх. Это музей старой школы, никаких видеопроекторов и интерактива. Только живопись и скульптура, которые пережили империи и моды. Придворная живопись меня не сильно интересовала. Я хотел посмотреть на так называемые черные картины Гои и зал земных наслаждений Босха.
«Черные картины» — это серия мрачных, пугающих изображений, которые Гойя написал прямо на стенах своего дома. Он создал эти картины в последние годы жизни, примерно между 1819 и 1823 годами. Это уже после его официальной карьеры при дворе, после тяжелых войн, репрессий и личных трагедий. Он был болен, изолирован и явно многое переосмысливал. Придворная живопись Гойи и эти работы «Небо и земля», их как будто писал абсолютно другой человек. Самая известная картина — «Сатурн, пожирающий своего сына», где древнегреческий титан с глазами психопата разрывает тело младенца. После смерти Гойи его мрачные фрески сняли со стен и перенесли на холсты. Теперь они висят в отдельном, жутком и темном зале Прадо. Сад земных наслаждений Босха точно надо увидеть наяву. Это неописуемый психодел, возле которого люди иногда проводят часы. Помните, я из Белграда немножко ругался на внешний вид, да, что нет никакого кода, дизайн-кода. Вот здесь буквально мы в Белграде, короче. Здесь просто кто во что гораст. И я бы не сказал, да, что здесь какая-то чистота. Вот, например. Нет, дом-то чистый, например. Да? Окей, это хорошо. А вот это что? Будучи объективным, как бы не особо хочется, конечно, ругать какую-то конкретную страну. Да, возникает, может быть, такое ощущение, что я там ругаю только Испанию или ругаю только Сербию. Да я никого не ругаю, я просто вот иду и смотрю. И вижу, если вижу мусор, я говорю, вот мусор. Если вижу что-то хорошее, я говорю, вот что-то хорошее. Раздельный сбор мусора. Вот хорошее, пожалуйста. Такие же грязные изрисованные стены. Вот плохое. Такие дела. Сейчас мы двигаемся в сторону центра, но он тут тоже был разный. Там есть и китайский квартал, и африканские кварталы, и только нету. Арабские кварталы. В общем, все понамешано. Есть просто какие-то человые места с человыми парнями. Ну, давайте смотреть. Что мы видим по сторонам? Давайте вот вместе и поглядим. Мы видим туристов. Институт какой-то. Мужики вот обсуждают что-то. Ну и да. Очень так странно выглядящие витрины, как будто бы Всеволожск 90-х. Это центр Мадрида. Не, возможно, у них какой-то дизайн-код есть, потому что есть район, например, за музеем Прадо, который выглядит очень хорошо и очень чисто. А вот здесь такой хаос, как бы. Это очень похоже вот мойка собак в Субботице, например. Вот женщина выписывает штраф за парковку. Здесь вот да, кто во что гораст. А дальше будет еще китайский квартал, там вообще прям все по классике, как мы любим. То есть все эти витрины на китайском такие бумажные, дубовые такие. Ух ты, какие велики. Мне кажется, такие велики стоят подороже, чем автомобиль. Электро, да? Цены нету. Мне кажется, своруют. Здесь своруют, мне кажется. В Австрии, наверное, не своруют. Но, во всяком случае, не везде. А здесь что-то я вот... Поглядел я на их полицию. Поглядел я на то, как люди тут отдыхают, сидят. И что-то я не уверен. Телефон даже не стал брать у Наташи. У нее хороший большой iPhone. Думаю, пройдусь-ка я со своим малышом по городу. У нас сейчас какой план? Мы двигаемся от вокзала через центр. Я думаю... через китайский квартал и дойдем до площади Сервантеса. Такой просто ознакомительный, да, будет
ознакомительная основа этого ролика. Ну а дальше покажу еще несколько веселых, интересных вещей. Или просто интересных. Или просто веселых. И разбавлю ими этот пеший поход. Карты у меня, естественно, нету. Я иду по памяти. Ну, карты нет, потому что я снимаю на телефон, и прорываться я не особо хочу. Ох, да. После Сербии, конечно, хоть поем нормально. Да, если сравнивать, то цены тут не отличаются от сербских. Ну, в целом, плюс-минус одно и то же. Но ассортимент и количество, например, морской рыбы и прочего, конечно, гораздо выше. Вот, например, Ашан продает хамон. Хотите за недорого? С таким в самолет, да, идти? Меня не пустят, я на лоукостере. Да и так бы не пустили, наверное. Ашан вообще лучший магазин мира. Люблю Ашан. Жалко, в Сербии Ашана нету. Да и в Венгрии там его что там очень мало. Ни разу не заходил. Ага, сюда мы приехали, значит. Сюда мы с Наташей приехали, вот на эту станцию метро. А куда же мне идти-то? Идти-то мне куда? Ну давайте, раз мы у метро, я вам покажу все днище и падение вообще. Насколько можно плохо все сделать, максимально плохо. То есть на 100% это сделано очень плохо. Все метро в Испании типовые. Если вы видели одну станцию, то вы видели все остальные. Оно все одинаковое примерно. В общем, начнем с того, что в Испании нету приложения для покупки билетов в метро. То есть ты вот сюда должен вставить свою карточку, а дальше выбрать язык, например, английский, да? Но здесь, кстати, более-менее понятно. Давайте-ка я сейчас вставлю карточку, попробуем разобраться. Значит, подождите. А как мне выбрать английский язык? Вот, и вот с этим я столкнулся. Вот что мне взять? 9 эст, это что? А 10 метробус, 10 виахас, черная, желтая. Кто делал дизайн? Так, хорошо. Син билеты. Давайте попробуем вынуть карточку. Грасис. Да, пожалуйста, всегда рад. Давайте, переключайтесь. Ну, дизайн вы уже оценили, да? Вот хорошо, английский. Вставляем карточку. О, reading your card. Отлично, английский язык. Дальше что? Метробус, 10 поездок. Метробус, короче, я долго не мог понять, что это за хрень такая. Это просто метро. Поезд метро называется. Метробус. Single ticket, почему-то 9 stations. Где купить тикет? Непонятно. Хорошо, метробус. Где купить тикет? Короче, оказалось, надо нажать load this ticket. Ticket balance. Давайте посмотрим. Ticket balance. У меня 10 жирный. Осталось 2 входа. Ну, дизайн Windows 95 вы заценили, да? Возвращаемся. Хорошо. Как мне купить? Load this ticket, load other ticket. Вообще непонятно. Я стоял минут 5, короче, тыкался, купил в результате не тот билет. Я где-то вот здесь натыкал и купил себе какой-то проездной куда-то в пригород, короче. Надо нажать, я сейчас вам покажу, если я вспомню. Во! Лот надо нажать. Не purchase, да, не buy, а лот, почему-то. И вот 10 жирный. Выбираем. Ага, понятно. Тыкать вот здесь. Ну, короче, супер дизайн. В результате мы потратили 14 евро, купили не тот билет. Здесь есть кнопочка. Если вы купили не тот билет, можно нажать на эту кнопочку и вызовется сотрудник. Нам пришел сотрудник и вернул нам эти деньги на карту и купил нам... Да. И купил нам билет сам, показал, куда тыкать. Если бы не он, я бы хрена лысого здесь разобрался. Вот такая вот загогулина. Ну, а станции метро я еще покажу, они все примерно одинаковые. То есть это без изысков, когда там построить дворец под землей, как у нас любят. И, значит, причем относительно Питера дворец под землей без туалетов, например, да, это просто шикарно.
Здесь хотя бы туалеты есть. Не везде, но есть. Вот здесь все такое типовое. А еще было прикольно. Там же раздельный сбор мусора. Ну, в метро стоят эти три бака там. Пластик, что там, бумага, пластик и еще какая-то фигня. И общий, наверное. Подходит работник метрополитена, берет, открывает все 3 бака, скидывает все в один пакет и уходит. Раздельный сбор мусора по-испански. Я прямо хохотал. Но, как мне говорила моя знакомая, которая здесь живет, с которой ролик мы еще снимем, так что не переключайтесь, у них недавно стали это вводить, и многие жители очень такие деревенские и выступали против этой фигни, и все равно продолжают кидать, например, соседям этот мусор. В общем, очень максимально странное поведение, но страна, да, развитая страна, Евросоюз, Шенген, все дела. Вот такое отношение к мусору. Да, мы идем правильно. Мы идем в правильном направлении, если вас это интересовало. Я не перепутал ничего. Может быть, купить, попить? Сколько тут стоит? 2 евро за колу, да идите вы. А еще, если сравнивать, например, с Веной, то прям, да, видно, насколько страны развиты и насколько по-разному они, скорость развития. То есть в Вене, например, я сдавал пластиковые бутылки из-под воды, получал, значит, свои там 25-15 евроцентов, накапливал, предположим, 4 бутылки сдал и на эти евроценты покупал себе еще одну бутылку. То есть ты сдаешь пластик, получаешь квиточек. Здесь хрен лысого. Просто обычно как везде. Нет такой замороки, ты покупаешь пластиковую бутылку и все, можешь ее выкинуть в контейнер. Красиво. Но подозреваю, что за оверпрайс, раз мы недалеко от вокзала. Вот. Значит, здесь главное не запутаться. Мне либо наверх, вот туда, либо вниз, вот сюда. И я ни хрена этого не помню, куда мне идти. Ну давайте пойдемте. Ну пойдемте вниз. Бар вот, прям дверь такая в стене. Пиво, сангрия, вино написано. Вот. Пиво, cerveza. Раздельный сбор мусора ввели, а выбрасывать мусор так и не научили. Возможно, это делается для того, чтобы кто-нибудь забрал себе, не знаю. Выглядит это как-то максимально некрасиво. И опять же, да, мы с вами были в Вене только что, сейчас приехали в Мадрид, и грязище прям нормально так, на сравнении. Раз уж говорим про город контрастов, давайте поговорим о дорогущей еде. И бездомных. Почему бы и нет? В Мадриде есть интересные рынки, вроде бы продуктовые, но кроме обычных для рынков прилавков, с рыбой, сыром, овощами и мясом ты находишь десятки кафе, тапас-баров и лавок с вином. Это не супермаркет и не ресторан, а гастрономический гибрид, называется Mercado Gastronómico. Здесь можно взять тапас, устрицы, хамон, вино, что-то жареное, что-то странное, и все это съесть прямо под шум толпы. Цены, правда, совсем не рыночные, а порой даже и совсем не ресторанные. В общем, здесь не торгуются за помидоры, а пьют вермут под устрицы. Такой испанский рынок 2.0. А это небольшой холм в районе Ла-Латина. Отсюда открываются виды на реку Мансанарес и Королевский дворец. Сад Вестильяс – это небольшой парк, построенный в 1930-1940-е годы. Террасы, аккуратные газоны, гранитные дорожки и старинный фонтан. В погожие дни сюда приходят, чтобы посмотреть на закат над Мансанаресом и послушать джазовую музыку, например. Любоваться видами Мадрида вам придется в теплой компании. Вот такую ночлежку разбили бездомные прямо на смотровой площадке. Отдельные магазины табака. Мы когда выезжали из Будапешта в Вену, стояли люди прямо на платформе, вот эта штука, и стояла огромная очередь такая вот.
за табаком. Видимо, в Австрии очень сильно дороже стоит, раз они везут табак из Венгрии. А в Венгрию везут табак из Сербии. У нас спросили на погранпереходе, вы везете с собой сигареты? Видимо, какие-то челноки гоняют из Сербии с дешевыми сигаретами. Такие дела. А еще и вот в этих вот улочках за станцией Аточа, если вы не хотите вдыхать запах мочи периодически, лучше сюда, конечно, не сворачивать. Но если мы продолжаем сравнивать две европейских столицы, то есть Мадрид и Вену, то здесь, конечно, грязнее. Здесь, конечно, грязные вайбы вот эти вот. Но здесь и жизни больше. Сейчас я, конечно, иду не по самой показательной улице, потому что я, понятно, я шел без телефона, я заблудился немножко. Сейчас я двигаюсь примерно в нужную мне сторону. Но в целом здесь вайбы гораздо круче. То есть в Вене скучно. Да, там имперский город. Да, там куча туристов. Да, там красиво, чисто, безопасно. И скучно. Ну, не сказал бы, что там нету совсем никакого интересного времяпровождения, да? Но эту, как бы, может быть, даже не скуку, а вот это спокойствие такое, когда ничего не происходит, но при этом вроде как и происходит. Ну, как-то все это вяло. Ну, не знаю, мне как-то сложно это описать. Это нужно тоже любить. То есть, если ты хочешь, как не германоговорящий человек, вот жить в таком спокойствии, то, конечно, Вена — это для тебя. Если ты хочешь движа, веселья, не знаю, поющих людей в метро, продающих какую-нибудь фигню 3 на десятку, тут пуэрториканцы ходят по метро, продают всякую хрень, как у нас в электричках, то это для тебя. Вот. Ну вот. Мне кажется, затеганные жалюзи — это прям ле классик вот этого вот урбанистического, уже, наверное, какого-то естественного вида городов, который мне абсолютно не нравится, но нравится, не нравится, все мы разные. Мне вот не нравится, кому-то норм. Какой забавный знак центра. А, майоры — это типа пенсионеров, что ли? Пенсионерский центр. Они как будто танцуют что-то. Продолжаем нашу постоянную рубрику «Толик забрел куда-то не туда». Потому что я был уверен, что я иду в нужном мне направлении, но опять куда-то забрел не туда, где вообще ничего не происходит. Мы ведем свой репортаж, помните, было, как оно там, 6 кадров. Мы ведем свой репортаж с улицы, на которой ничего не происходит. Блин, вкусно пахнет. Ну тут вот, да. Тоже что-то не то. Это какие-то сториджи, видимо, кстати. Очень похоже на сториджи. Про места хранения вещей при переездах по Европе я расскажу в отдельном ролике. Будет ролик про путешествия. Так что не переключайтесь. Ну, похоже на сториджи, да. Так, ну пойдем за собачкой. Ну, на улице, конечно же, плюс 150 градусов по Цельсию. Асфальт плавится, мои мозги тоже плавятся. Ноги плавятся, кроссовки плавятся. Телефон, конечно же, плавится первый. Пытаюсь идти по тенечку, но не очень получается. Так, ну вот что-то уже, что-то с чем-то. Синие номера — это такси. На нем обозначения нету, но это такси. Чутье меня не подвело. Все-таки я правильно шел, посмотрел по карте, я не дошел, просто один поворот буквально. Ну, если вам нравится вот такой движ, вот такие улочки, такие дома, то это для вас. Причем Мадрид громаднейший город, он гораздо больше Вены. В нем гораздо больше людей живет. О! И гораздо больше движухи. Во, вот эту улицу я и ждал. Вот тут уже ощущение старого города. Ну и, конечно же, мультикультурного, мультинационального, прямо максимально мультинационального города. Сейчас я объясню, о чем я говорю. Здесь, чуть пониже, куда мы идем, там сенегальский район. То есть там живут сенегальцы. Вчера мы тут проходили, прям одни чернокожие были. Сейчас что-то... Или я не дошел, или я идиот. Вот, Самарканд, например.
Это просто супермаркет. Ну, мини-маркет. Самаркандский. Поскольку здесь очень узкие улицы, здесь все ходят прямо вот так вот. Машина едет, как бы все отходят. Машина проехала, все опять по центру. И здесь вот движуха. И причем мне очень нравится, как все люди вместе уживаются, всем вообще просто... Ни у кого никаких не возникает претензий друг к другу. И Мадрид, продолжая свою мысль, он огромный город, да, он мультинациональный, и у нем очень много разных районов. То есть район, например, вот такие, с узкими улицами, да? То есть выглядываем туда, узкая улица, выглядываем сюда, узкая улица, выглядываем сюда, узкая улица. А есть прям проспекты, как, ну, не знаю, с чем сравнить. Проспекты, ну как вот, да, большие широкие проспекты, как в Вене. То есть вот такой тесноты и движухи нету. И здесь тоже такой, вот, видите, сейчас люди отойдут. Едет такси, почему-то с белым номером. Я думал, что синий это такси. И сейчас все обратно зайдут на дорогу. Да, есть тут широкие улицы, широкие проспекты. Мы в тот район, скорее всего, не пойдем, потому что нету на это времени, и я так галопом сейчас проскочу по центральным. Вот, а вот здесь магазин, очень советую. Я его снял чуть-чуть. А, это другой. Вот один, а рядом другой. Я советую вот тот. Он называется Folklores. Что, давайте заглянем внутрь. Небольшая перебивка, это было вчера. Поэтому перемещаемся во вчера. Почему не очень длинная? Не в пол, да. А там выше есть размер. Вообще классный здесь магазин. Вон сколько всего. Это чувак из Сенегала приехал. И моду своей страны фигачит. Но в прошлом году было больше платьев, да. Сейчас почему-то платьев меньше. Наверное, раскупили. Панамку, что ли, взять? Привет, ты из Сенегала? Да, я из Сенегала. А и одежда тоже, да? Ну да. Как долго ты уже здесь? Я работаю здесь 4 года. 4 года? В магазине, да, 4 года. Мой начальник тут живет 10 лет, а я 4 года. Вот, смотрите. Да, мне нравится. Очень прям разноцветно. Я живу в Сербии. И в Сербии люди носят серую, черную или белую одежду. И все. А вот этот узор называется кенте. Как? Кенте. Из Ганы. Так, значит, мужские рубашки мы закончили на этом. Вот это, значит, из Ганы. О, вот это круто. Вот это прям. Вот это мое. А это из Сенегала? Да, вроде да. А, нет, это не из Сенегала. Нет, не из Сенегала. Но из Африки? Ну да, из Африки. Большое. Я вот такую, в общем, себе купил. Сказали все, что платье замечательно, надо брать. Я сомневаюсь в цвете, оно больно агрессивное, но не агрессивных тут нет. Да, сенегальцы очень агрессивные. Это, видимо, это африканские традиции цвета. Ну да, они там все цветные все время. В субботице ходить на рынок. Да не, у нас шоперы же делают. We have shoppers. Да. Или такую синенькую. Нет, вот эта синенькая лучше. И такая агрессивненькая. Вот, это вам. Спасибо большое. Мы из Сербии специально в ваш магазин приехали. Especially now.
Да, купил я там рубашку. Прекраснейшую рубашку. Как он сказал, сенегальская рубашка. Но что-то он сказал это без уверенности. Мне кажется, что это какой-то другой узор. Не совсем национально сенегальский. Я люблю яркие рубашки, поэтому мне, в общем-то, не так важно. Главное, что Африка. Веселый мужик нам ее продал. И он был в прошлом году, когда мы здесь были, мы с ним познакомились. Очень классный парень. Давайте смотреть, что есть еще. В общем, Мадрид он разный. Кому-то он понравится вот такая движуха. Здесь очень много мигрантов, здесь очень много пуэрториканцев. Мы жили с пуэрториканцами. Полиция, пожалуйста. Мы жили в африканском тоже квартале, здесь недалеко. Там были пуэрториканцы и африканцы. Кому-то понравится вот такой Мадрид. Кому-то понравится Мадрид с бутиками, с широкими улицами. Это тут тоже есть в достатке. Город здоровенный. Причем мы с Наташей шли 2 часа в одну сторону. И такое ощущение, что вышли к краю города. Потом начался подъем, и за подъемом еще вдалеке куча небоскребов. Мы такие, ну да, конечно. И при этом, как бы, квартал кварталом, узкие улочки узкими улочками. Смотрите, какая красота. Расписанное здание. Ну, круто же. Ну, давайте кружок по райончику сделаем. Покажу, где мы жили. Там не снимайте. Дело не в мигрантах, а дело в том, что очень хреновая квартира и просто омерзительно тупорылое все это было. Просто, не осталось квартир. Нас подставил Airbnb, и почему я больше не пользуюсь. Поэтому пришлось снять, что было. Было прям не очень. Ну, цена на недвижку, всегда же интересно. Пожалуйста. 2 спальни, 1 ванная. 80 квадратов. 400 косарей почти. Что тут еще у нас? Вот, например, 80 квадратов. Ну это типа заведение для, как это называется? Короче, для ресторана. Постол не просторно называется на сербском, на русском я уже забыл. Ну вот, 3 bedroom, 2 bathroom, 500 тысяч, пожалуйста. Вот какой район, вообще непонятно. Если это здесь, то, наверное, это дороговато, конечно. Если это где-то в районе с широкими улицами, то, в принципе, даже дешевато. Ну, такой порядок цен вот в Европе везде, да. Ну и к тому же это столица. То есть подобная квартира где-нибудь, не знаю, в Валенсии будет стоить, мне кажется, раза в 2,5 дешевле, а то и в 3. Ну, что, столичный шик. В Москве тоже там какие-то углы продают за миллионы рублей. Центр центром. Маленькое футбольное поле. Я думал, тут стройка. А тут маленькое футбольное поле. Выглядит как, сами знаете что. Если мы говорим о хтоне и грязи, да, то Белград далеко даже не на первом месте, не на втором по всей этой движухе. И тут же, пожалуйста, собор. В Мадриде куда ни пойдешь, такой где-нибудь через подворотню проходишь, выходишь, и там какой-нибудь католический собор с 10, куполами. Нифига такой. Муралы. Довольно дешевый способ облагородить район. И вот еще на стене. Вот маленький миленький автобусик, пожалуйста. Для маленькой миленькой улицы. При этом оно как-то не выглядит очень слишком уж прям хаотично, как в Белграде, например. Да, где там все намешано, и оно как-то вот у меня не вызывает такого вайба и любви. Здесь оно, конечно, вот тоже хаотичненько, грязненько, но как-то вот целостно выглядит. По-моему, вот сюда. Как-то выглядит целостно, и этот вайб почему-то мне нравится. Вот, не знаю, люди эмоциональные животные, я как-то вот эмоционально на это смотрю, и вот чисто эмоционально мне нравится. Да, по-моему, мы жили либо вот здесь, либо вот тут, по-моему, мы жили. Там внутренний двор. Или вот откуда парень вышел. Короче, вот на этой улице. Если на букинге вы видите квартиру на этой улице, не снимайте. Дешевую квартиру.
Там еще типа кози апартмент. Там, я бы сказал, что это не кози апартмент, а козий апартмент был. Просто это было очень угарно. Там еще они как бы помещения, ну, видимо, это было какое-то дворницкая какая-то или что-то, ну, черти пойми что, не квартира. И они огородили туалет, значит, от общей комнаты, там одна комната, стеклянной такой перегородкой, которая размывает твое изображение. То есть тебя все равно видно, но размытого. И ты как бы сидишь на унитазе, и жена на меня смотрит. Я сижу такой, ну привет, привет. И эта перегородка, она идет не до потолка, поэтому все прекрасно слышно, что ты там делаешь в туалете. В общем, потрясающе. Как воспоминание потрясающе, как жизнь было не очень. Hola. I'm fine, are you? And you? Ну и люди милые, как вот. Мне очень Испания напоминает Сербию именно людьми. То есть испанцы, понятное дело, совершенно другие люди, совершенно из другой истории. Вообще, мне очень сильно напоминает, очень похоже. Красивые вывески с названиями улиц прям. Прям вот, если я еще увижу, вот, например. Ну это же просто потрясающая красота. Наверное, вот из-за этих деталей мне тут и нравится. Потому что оно как-то, с одной стороны, и хаотично, а с другой стороны, оно все как-то целостное. Посмотрим еще немножко на район и двинемся уже в китайский квартал, который классный. Я покажу вам одно заведение. Если будете в Мадриде и любите китайскую кухню, это прям must have. Туда сходить, но чуть попозже. Сейчас я отдышусь. Ну что, давайте просто почилим на районе, посмотрим на людей, покажем себя. Про Мадрид мне, кстати, с точки зрения истории вообще нечего рассказать. Я никогда не интересовался. Ну, я об этом уже говорил. Вот, например, кстати, оформление кафешки. Ну, красиво же. Я об этом уже говорил в ролике с Палича. Я не интересовался историей там, Центральной Европы или Западной, испанской истории. Ну, там поскольку, да, общие какие-то данные про испанскую инквизицию. Здесь вроде не испанская инквизиция. И тем не менее, это испанская инквизиция. Это все понятно, это мы все знаем. Ой, какой чувак. Ему весело. Я, пожалуй, от него отойду. Вот, котики. А так вот, чтобы прямо вот в Мадриде нам пойти сюда, нет, я вообще ничего не знаю. Карту я, конечно, укажу с основными точками, которые я снимал. Где я что посоветовал, где там Китайка и так далее. Но именно карту прогулки я прикладывать не буду, потому что мне нравится такая хаотичность. Я поснимал тут кусок, там кусок, и мы с вами какой-то общий вайб, может быть, поймаем. А может быть, и не поймаем. Ну, я поймаю точно. В своем ролике я поймаю вайб точно. Магазины разного ширпотреба. Вот почему такие районы классные, кстати. Потому что в каких-нибудь пафосных районах с широкими улицами подобных магазинчиков ты днем с огнем не сыщешь. Где можно купить что-нибудь интересное. Вот, например, сенегальский магазин мы проходили. Такого не будет. А здесь есть всякие булки, кафешки. Бородач. А, это парикмахерская, барберная. Здесь вот мы с Металлики шли, здесь стояли обкуренные чернокожие товарищи. И ночью ели с жадностью всякие пиццы и прочее. Ну, понятно почему, да? Что тут цены-то есть? А, вот аренда. Локал, да, они называются локалами. Типа для кафе. 2000 евро в месяц. Вот квартира. 103 квадрата. Отсвечивает. Ну, короче, 670 тысяч. Нормально. Отложу, завтраков куплю. Где-то здесь была пиццерия. Я в нее сейчас завалюсь и солью материал. И пойду дальше. Теперь вопрос. Внимание, знатоки. Где пиццерия? Я второй раз в городе, и он, как и Белград, не представляет собой Петербург.
Он очень запутанный, поэтому я блин, реально в непонятках. Ну, давайте перейдем. Перейдем, конечно же, по-белградски, просто через дорогу и все. Так. Молодежь какая-то. Так. Формация. Что-то вот, по-моему, вот туда. Да. Вот этот прайдовские флаги, я помню. Они в прошлом году висели. Где-то здесь. Вот еще одно название улицы. Ну, круто же. Хорошая пиццерия, тоже советую. Я ее тоже на карте отмечу. Лимончелло. Все, пошел сливать. На лодке будем кататься? Тебе охота погрести, пожалеть? Нет. Идея, конечно, прикольная, но меня что-то очередь не вдохновляет. Потому что ты изначально на нее не очень хочешь. Потому что там раскаленное солнце и нет деревьев, и все в грибу. Ну, зато там есть водичка. Но заметь, вон висят спасательные жилеты, и сколько народу в спасательных жилетах. Примерно я вот вижу, да? О-о-о-о. Может, только детям полагается. Ну, идея прикольная. Да, что детям только спасаться надо. ребенок посмотрит, как тонут его родители. Таша в новом платье. И в старых кедах. Не вижу никаких вообще препятствий, как это, минусов. Я шла тут вчера. Тут есть, помимо уток, еще какие-то неправославные утки, каких в Питере нет. Они выглядят странно. В металлических пробах. Они на длинных ножках, у них расцветка больше в красный. Они к тебе крадутся с угрожающим видом, такие смотрят боком. У тебя что-нибудь есть? В смысле у тебя ничего нет? И становится страшно, и ты убегаешь. А вот оттуда пахнет почему-то хлоркой, но этого не видно. Вот, еще в воде плавают утки разной степени зелености. Есть совсем новые утки, есть утки побольше. Побольше. Да, есть огромные утки, жесть. И еще там плавают тортуги. И люди в лодках радостно... Тортуга — это же этот, корабль из... Это остров. А, остров, да. И люди в лодках радостно кричат: тортуга, тортуга, вон уже. Я тоже вчера радостно кричала: тортуга, тортуга. Вот тут удивительно, что они построили такую красивую, тщательно продуманную штуку с кучей деталей просто так. Для ничего. Ну, в смысле ничего? Это ж явно что-то означает. Ну, для красоты. Это какая-то очередная победа в очередной войне, наверное. Тут об этом нет никаких надписей. Тут победы какие-то. Тут античные сюжеты. И вот это вот, посмотри на эти барельефы. Это же убийцам можно вот это все делать руками. Это же не мигранты в Питере степную бабу лепят. Смотри, вот эта вот штука наверху, барельеф. Я так полагаю, с Девой Марией или еще какой-нибудь покровительницей. Из мрамора это высекать просто невероятно, непредставимо. А тут вот культура тортуги. Я не вижу тортуг. Ну вон, ласты же тортуги. А, вот это тортуга. Да. Я думал, настоящая. Да нет же. Тортугу тошнит водой. Это нормально. А вот это, как мы вчера выяснили в музее Прадо, это в представлении испанцев дельфин. Да, это дельфин. А кто там был в музее Прадо на дельфине? Венера. Венера на дельфине. Это вот дельфин. Кто не знал, это дельфин. Вот так они выглядят на самом деле. Это же дельфин и русалка. Посмотри, я первый раз вижу русалку, у которой два хвоста. Не ноги в один хвост, а два хвоста.
Передаем привет Игорю Николаеву, пользуясь положением. В общем, все ваши знания о дельфинах – это фигня. Вот так выглядят настоящие дельфины. Дельфин здорового человека, здоровой русалки. Здоровый русалки. Здоровенные русалки. А вон зеленые утки. Бегают за чипсами. Рыбы! Вот рыбов я вчера видела, там такие здоровенные лещи скачут. А близко они не подплывали. Потому что у меня не было чипсов. А, это кукурузные палочки. Я что, в прошлый раз на это смотрела? О, что в этот раз смотрю. Удивительные красоты штуки. Смотрю, как хвост льва натерт на удачу. Вот именно у этого льва не только хвост, а у того больше все-таки хвост. И здесь люди уже явно научились в лица львов. Они не похожи на упоротого Серегу, которого засунули в кошку. Здесь офигительная ива. Ты посмотри на нее. Она огромная. И под ней очень пахнет то ли смолой, то ли сандалом, вот чем-то таким древесным. Еще попахивает кое-чем намекающим на, Запах Мадрида. на близость туалета. Тут вот она внутри пустая. И однажды, видимо, ее снесут, когда она станет опасной. Надеюсь, что не скоро. Смотри, как с нее кора облетает. А вон там тортуга. Ну, Вон и она. мне не видно, и камере Вон точно не голова. Вытарцывает. Пошли поближе, подойдем к тортуге. видно. Где-то там тортуга, короче. Вон мимо утка А, ну прошла. вижу, да. Такая здоровая. Вон она, там еще вторая. Они почему-то тусуются в этом углу. О, а вот мадридские агрессивного вида утки. Видишь, у них вокруг глаз эти черные кружочки, а оперение в коричневом. Агрессивный мадридский. А они так смотрят вот этим глазом обведенным. Ты здесь что забыл? Вон она какая. У нее длинные такие ноги красные. Еще плывет банда. Смотри, какие они здоровенные, толстые. Это банда из портала. Из детки. Молодой у них узики спрятаны. Пацаны, вы тут гоп-стоп устраиваете, что ли? Здорово. Они кусаются, интересно? Такие легонечко, элегантно отошли. Эй, братаны. Еще здесь есть на территории парка городская библиотека. Куча всяких мороженых. Это же попугай орут. Да? Да. А, вон, смотри, вон их общежитие. Ну, тут И в вон моей камере сидит, точно не видно. и сидит сам хозяин общежития. Один из. А что мопим для народа? Тут непонятно. Ну, вон гнездо. Вот это гнездо. Общежитие. Попугаичье общежитие. Да, передаю привет бесу, которого сегодня сносило ветром. Там же еще и ураган какой-то. И рыбе Кате, которая вчера лицом въехала прям в дождь. Как раз, когда здесь Какие был мы град. токсики. Людям плохо, мы такие... Как утки. Ну, слушай, не поглумиться над погодой в Питере, это прям невозможно. Почему я не должна этого делать? Синьорос, это туалет. Ну да. Синьорос это не сеньоры, кстати. А то я перепутал первый раз. Это сеньоры, в смысле, дамы. Мужчины тут кавалеры. Или эти, как они, на Х. Ну, вчера я была в туалете, где мужчины были кавалеры. Я была в женском отделении, разумеется. В женском отделении. А Ну, так, я- что я вчера из женского отделения пришла. да. Но я пока пыталась понять, что сеньоры это точно женщины. Блин, не написано. А, вон. Вон. Кавалер, да? Кавалер. А я что-то на Х видел. Х. Я не буду продолжать, что на ты мог видеть.
на мужском туалете. Так. Блин, Хомбрес. Во. Здесь 50 тысяч фонтанов. На каждом углу по ельничке. А с туалетом я вчера реально стояла на площади, здесь же в парке, где должен был быть туалет по карте. Смотрела в телефон вокруг, ничего не понятно. А оказалось, он под землю уходит. И у всех туалетов есть оценки. И ревью. Понравилось обслуживание. С фотками. Там нет обслуживания, там нет никого. Там Ревью с фотками чего? туалета, как он выглядит. Ладно. Если бы я их не увидела, я бы так и не поняла, наверное, куда идти. В шоу Фрая и Лори была сценка, где они в туалете работали. Бизнесменами, типа купили туалет и в нем работали. Что ж, рассказывай, как сегодня идут дела. Пока все довольно тихо, Джон. В третьей кабинке, правда, кое-кто немного пошумел, а так все было спокойно. Геракл вытаскивает из пасти льва катышек шерсти. Спасает котика, все правильно. Нализался опять чуть. А это вот чуваки, которые продают всякую фигню. Мимо проехала полиция, они вот так вот оп делают. И все, я типа шел вообще мимо крокодил. И свалили. А полиция вон следует. А вон полиция едет. На все про все 10 секунд. Ну, максимум 10. Они за 5 собрались и все. Вон там чешет за дамой. На другую точку. Стыц. Такой бизнес. Сейчас, видимо, будут ждать, когда полиция уедет. Вот они за углом встали. Вернутся и будут продавать дальше. А еще мне очень нравится перекресток вот этот вот. Здесь можно стоять и просто смотреть на людей. Все такие разные, интересные проходят мимо. Вон здесь раз, два, три, четыре. Обычный перекресток в 4 стороны. При этом люди все кардинально разные. Но это надо, конечно, сидеть и глазами смотреть. Так, с камерой не очень понятно. Кто-то бежит, кто-то болтает, разных национальностей, вероисповеданий. Это ж так классно. Ну ладно, пойдемте дальше. Так, опять я без карты. Наверное, я очень зря это делаю. Ходить тут по памяти у меня что-то 3 попытки было, я так и не получилось. Вот даже сейчас. Вот мне налево, вот это здание красное впереди, мне налево или, направо? Вообще не понимаю. Наверное, налево. Ладно, пойду налево. Что делать? Тут мы уже проходили, поэтому хотя бы по знакомым местам. Впечатление об Испании, о Мадриде, именно конкретно о Мадриде. Все-таки это столица, это мультикультурный город, как обычно. Да, как Белград не похож на всю остальную Сербию, так и Москва не похожа на Россию, так и Мадрид, я думаю, тоже испанцы скажут, что нет, это не Испания. Поэтому, как любая столица, он интересен. Именно сесть, посидеть и посмотреть по сторонам. Ну, да. Мусор, который мы не комментируем, да, как Миша говорит. А что его комментировать? Ну, все лежит. Не вывозят. Либо не вывозят вывозить, либо не вывозят, просто не вывозят. Глянул в карту, в общем, идти примерно вот туда вот. Примерно все время прямо, но поскольку улицы не прямые, мне кажется, где-нибудь метров через 100 я точно облажаюсь и сверну не туда. Нет у меня привычки и понимания таких улиц. В Питере все просто. Кроме улицы Плуталова, все остальное довольно просто. Что тут у нас? AC/DC. AC/DC, все, остальных не знаю. Что тут у нас? Ну, грязюка на стенах, ну хотя бы хоть что-то, да, ну хотя бы не теги. Черепуды нарисовали.
В прошлый раз мы шли в китайский квартал с Наташей вообще не по карте, поэтому я думаю, что если я сейчас пойду тоже не по карте, я в него спокойно выйду. Опять, оп, красота. Да? Мигрантский район, да? Название соответствующее. И вот прямо, я в Белграде, кто во что гораст. Адмирал, о! Я в Сербии жаловался на обилие игровых автоматов, пожалуйста. Меня друг серб говорит, что только у нас такая фигня есть, люди проигрывают деньги. Вот, пожалуйста. Причем Admiral Bet — это ровно та же самая штука, что и в Сербии, где все проигрывают деньги. И все эти названия, если помните, в нулевых были, да, казино. Невада было казино. В Питере написалось типа Нева, да, как река Нева. Да, в общем, нам мимо бетошной. Я вот Адриану потом покажу, говорит, только в Сербии, блин, игровые автоматы. Только в Сербии людей дурят. Да нифига. Везде людей дурят. В Хельсинки я приехал, там была пересадка в аэропорт. Вообще мой первый раз в Хельсинки. И там какая-то ларек просто по продаже напитков, билетов на поезда. И вот рядом с кассой просто стоит 2 автомата игровых. Сидит женщина, играет. Конечно, только у нас, как обычно. Вот. Про Россию тоже. Только у нас такая херня может быть. Да нифига. Херня везде случается. С этим ничего не поделаешь. Везде примерно все живут по одинаковым паттернам. Просто оно немножечко отличается в зависимости от истории, от культурного слоя и так далее. А так в целом-то все денежные паттерны, они примерно одинаковые. Так, я очень надеюсь, что я иду правильно. Так, чувачок заворачивает. Мы идем прямо. Ух, как тут грязно. Даров, салам. Салам алейкум. Сенегал. О, я говорил, что сенегальский район. Сенегал. Класс. Я таки в него углубился. Египет. I love Египет. Это не... Хакум, это не очень понятно, что... Ну, мне непонятно. Халяль. Ну, в общем, понятно, да, что район мигрантский, когда ты видишь такие вывески. Ну, и еще одна прекрасная картинка на здании. О, вот это классное место, кстати. Здесь вот все тусят. Здесь вон все сидят по лавочкам и тусят. А по вечерам здесь еще запах травы такой прям на весь район. Это прикольное место, да. Дэш-базар. Это индийские, да, буквы? Класс. Вот такие колоритные места. Сплетение культур я очень люблю. Но шел не туда, сейчас пойду обратно. Не могу выключиться. Хотел нажать, но что-то тут столько интересного всего. Халяль кузин. Класс. Чай и всякие штуки. Мусор. Естественно. Людям некогда за мусором следить, да, за тем, чтобы его диверсифицировать, чтобы его разделять. Нет у людей на это времени. Они приехали сюда, чтобы работать, зарабатывать деньги тяжелым трудом. Они херачат по 14 часов в день, чтобы их дети учились в нормальной стране. Не третьего, а первого мира. Поэтому им не до этого. Они скинули мусор и пошли дальше. Им плевать. Я не оправдываю, но и не осуждаю. Это просто констатация факта, что мигранты, у них жизнь тяжелая, труд тяжелый. Им вот этой фигней всей заниматься вообще не с руки. Индия. Короче, это индийский квартал. Прикольно. Я не знал, что здесь есть индийский квартал. Я только сенегальский видел, вот, и пуэрториканский. А здесь прям все Индия. Здесь прямо вот Индия, рядом еще одна Индия. И еще одна Индия. Класс. Мы вот идем такие, да, из индийского квартала, раз. А впереди уже там какой-то чуть ли не исторический супер-мега-центр. Белые здания. Наверху явно туристы тусят.
Фигак так. Обожаю Мадрид. И вышли, вот какая-то историческая штука. А мне вроде вот туда вот, между ремонтов. Ну и везде Полако. Ну, это у нас Полако, вернее у сербов. А здесь это Маньяна. Не боятся. Какие наглые голубцы. Моего не испугались. Ну и все, просто район поменялся, прямо критически поменялся. Очень сильно. Удивительно. Оно прямо вот рубленое такое. Раз-раз и все, и другое. И раз-раз, и вот. Совершенно неожиданным образом я оказался в историческом центре. Шел по сенегальскому и индийскому району такой, свернул налево, и я в историческом центре. Очень резкие переходы. То есть буквально там улица, один тротуар одно, другой тротуар это уже совсем другое. Ну, типа вот там вот автобус поехал, Плаза Майер, да? Это вот оно и есть. Плаза Майер. Нам оно, в общем-то, было не нужно сегодня, но раз я здесь оказался, то почему бы не заглянуть? Да, вот там арка генерального штаба, это вот, собственно, Плаза Майер. Мне почему-то казалось, что китайский район вытекает из сенегальского, но оказалось, что еще между ними присутствует центр. О, зеленый. Забавно. Вот память меня подводит. Ну, раз мы тут, на Плазе, давайте на нее глянем одним глазком. Буквально. Bubble tea. Китайский. Язык китайский. Bubble tea тоже китайский, подозреваю. Ну, естественно, всякие сувениры. Еще сувениры. И не факт, что тут какие-то просто плохие сувениры, какая-то хрень. А, это индийское что-то. Понятно. А Плаза Майер, я смотрю, там забором перекрыта. Это она прям целиком перекрыта забором? Или на нее все-таки можно попасть? Ну, вот наша любимая, да? Самый центр Мадрида. Прям центре вообще сложно представить. Вот, пожалуйста. Грязюка. Неандертальская. В целом, ну, довольно странное место. Потому что это просто площадь, окруженная вот всякими госзданиями. И там ни травинки, ни листочка, что называется. Вот там сейчас сауна просто. Дичайшая причем сауна. Я туда не пойду, конечно. Пласа Майор – это прямоугольная парадная площадь старого Мадрида. Раньше тут была рыночная площадь. Пласу перестроили при Габсбургах, которые хотели, чтобы столица выглядела как империя, а не как большая деревня. Площадь трижды сгорала дотла, и каждый раз ее чинили все аккуратнее. Последний ее вариант – это уже 19 век, с аккуратными фасадами и арками. В центре Пласы стоит конная статуя короля Филиппа III. Теперь король каждый день смотрит на туристов на площади, которые пьют сангрию по 8 евро. Так, мы в центре. Вон куча полиции. Вот Наташенька. А вон медведик, символ Мадрида. Медведик, пойдем? Пойдем. А вон губище. Ему натерли жопу и пятку и с какой-то целью огородили. Эти губища — это станция метро. Да, я поняла. Я только сейчас понял. В прошлом году он не был огорожен, кстати. Не был. Ну, видимо, ему слишком натерли хвост. Вот такой симпатичный медведь на всех магнитиках Мадрида. Будем тебя фотать? Или ну его нафиг? Опять? На фоне забора? Ну, так себе какой-то вид искусства, фототься на фоне забора. Ладно. Что еще есть? Пойдем посмотрим, что это за сцена. Это же сцена? Полицейское государство. Да не говори, заборы, менты, все как у людей. Насколько я помню, старый памятник тоже обнесли. Это, предполагаю, что это из-за концерта, чтобы на них не лезли смотреть. Точно. Ладно, с заборами разобрались, не все так плохо. Ментов Это из-за концерта. по-прежнему.
Вот зрители на солнышке сидят, на раскаленном, ждут концерта. Если бы я что-нибудь понимала, но я не понимаю. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Испано Либертат. 20 лет любви. Что бы это ни значило. Ну ладно. А вон там, насколько помню, всякий шопинг. Там украинский флаг висит. По-моему, мне интересно, где магазин с водой. Что у вас за дурацкий район, где воды негде купить, а? Я думаю, что надо пойти вон туда. Вон туда? Вон туда. Ну, пойдем. Здесь вот винишко. Винишко, это, конечно, хорошо. И какая-то еда. И голодные дети Сербии приезжают в Испанию пожрать. О, 7 евро за бутер. Это неделю его жрать. Я вижу change money, change money, change money. Я вижу Трава. Карифур Сити. О! Вот. Если вы потерялись в центре и не знаете, где найти воду, то Carrefour это типа 7-Eleven место. А вон и вода. Вода, кстати, бывает дороже из холодильников, потому что она холодная. Имейте в виду. Да, она дороже. Евро 25. Причем прилично. 3 евро. Они, короче, за то, что тратят электроэнергию на холодос, с вас еще 2 евро снимут. Я так понимаю, за дешевой водой надо спускаться в погоду. Я вижу воду отсюда. Толя, ныряем. Ну там Эвиан, это же элитно. Нет, там обычная вот эта синенькая. Мне кажется, что там на ценнике был Эвиан. Ну, может быть, евро. Здесь ценников нет вообще. На все деньги. Берите, называется, на все деньги. Короче, вон берем вон ту. Вот эти вот. Потому что тут водичка с наценкой за центр. Вот эту мы покупали, да? Типа 70 центов. Что-то, ну да. А здесь он 2 евро. А, можно было и на лифте съехать. Ой, на лифте, господи, на элеваторе съехать. Но мы не ищем легких путей. Ну да, конечно. А эскалатор наверх нету, да? Посмотрим. Только вниз съезжают. Есть лифт. Который так крипово открыл свою дверь. Че, в лифт не пойдем? Он ждет. Элеватора реально нет. Эй, стой, 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 стой. Ну, Нам какой нужен? следующий. Да. Шиндлер. Лифт. Шиндлер. Короче, единственное, что нашли. И то Ничего, хорошо. такая наценочка в 3 раза. Небольшое отступление от темы. Вот, 5-литровая бутылка стоила 65 центов. Вот, 5 литров воды, 65 центов. Дурят нашего брата в центре города, дурят. Покупайте воду заранее и везите ее в центр с собой. Ну уж, если приспичило, то и за 4 купить будет не грех, конечно же. Здоровье дороже. Наташа, расскажи, что ты ищешь? Так Я- увлеченно и долго. Я ищу фонтан. Но если это тот же фонтан, мимо которого мы уже прошли, Это тот же фонтан, мимо которого мы прошли. бодро прошли, то имеет ли смысл туда идти? Да, он в сторону музея Прада. Да, ёшкин бабай. Мадрид тоже неровный. Это Тяжело прекрасно. ориентироваться. Мадрид Особенно петербуржцев. неровный и с рельефом. Когда ходишь только по плоскости, у тебя атрофируется жопа. У меня, похоже, еще и мозг. Потому что мне тяжело ориентироваться. Здравствуйте, полицейские. Где-то еще автоматчики были. Ты чувствуешь себя в безопасности в центре, где куча полиции и автоматчики? Насрать. Извините. Я не очень обращаю на них внимание. Мне кажется, где как раз их нету, там как-то безопаснее все выглядит. А если они есть, значит, что-то не то. раз они Я так присутствуют. думаю, что они сгоняют народишко, потому что здесь скоро будет концерт. Но они же все время везде. Вот Росгвардия. Ну, не везде, но вот здесь именно на Виа Гранде они почему-то везде.
Ну, здесь министерство и всякое важное. Видимо, они с усилием охраняют еще и вот эта площадь Десол, где все время какие-то пикеты. Но, тем не менее, ты свернешь на соседнюю улицу, их там уже не будет никого. Ладно. Вот отель для тех, кто зарабатывает деньги. То есть не для нас. Там один номер по площади больше, чем вся наша квартира. Ну, конечно, да. Four Seasons — это вам. Да, это вам не тут. Клавишника зовут Анатоль. Повезло ему. Хорошее имя. Там есть экскурсия на русском языке. На пляже. Ну, аудиогид, в смысле, наверное, скорее всего. Мы на нее, конечно же, не поедем. Конечно, нет. Детеныш автобуса. Детеныш автобуса. Что ты дразнишь? А что нет-то? Она мне улыбнулась, мужик помахал. Молодцы. Ты дразнишь. Да. Зачем? Потому что могу. Что пристал вообще? Я токсик. Это моя репутация, в конце концов. Образ жизни. Ладно. Если я не буду токсить, меня разорвет. Вот еще. Это охранники. Это же Министерство образования. Образование должно быть образованным. Ну, красиво. Вот такого я с нулевых не видел. В метро стояли такие. Продаем шагающего трансформера. Это да, это прям интересно. Но вон там подальше чуваки, которые делают бисерные деревья. Они их делают и сразу продают. Очень симпатично. Я что-то не заметил. Я тебе все покажу. Хорошо, спасибо. Вот эти, что ли? Нет. Это какая-то фиганда. Да, это какая-то хрень. Ну, заколочки, кошелечки, Еще какая-то хрень. веера здесь на каждом углу. Вот он, Нептун. Да, мы с тобой прошли после его. Да, и не посмотрели даже на него. Это получается, что ж, красотой глаза намазолило. Здесь сим-карты, как в Сербии, продаются в ларьках. Без всяких проблем, судя по всему. Так к фонтану еще и не пройти, он там по центру типа стоит и все. Да, он стоит такой вот красивый. Да, палаццо офигенная. Вот там осталась плаза. Я так раз свернул в переулок, а здесь куча кафешек у какой-то красивой стены городской. Она, правда, на камере пересвечена. Сейчас я ближе подойду, наверное, свет будет нормальный. Вот. Класс.
Такой оп, закуточек, и там тоже улочка. Сколько бы я ни пытался идти не по солнцу, такого, конечно же, не получится на 100%. Я уже, по-моему, охренел по нему ходить. А здесь прямо, смотрите, исторический центр продолжается, красотища невероятная. И уже даже и ругаться не хочется на какую-то грязь, потому что ее почти нету. Да я и не ругался на грязь. Так, поворчивал. Ну и Испания, это, конечно же, про вкусную еду. Это вам не Сербия, где 3 вида пирогов, которые они едят всю жизнь. Здесь прямо видов 500 всего, и невозможно быть худым. Хотя испанцы худые довольно-таки. Как же у меня из памяти-то вылетел исторический центр по пути в китайский квартал? Я вот не понимаю этого. Но как-то вылетел. Как-то удивительным образом вылетел. Наверное, потому что исторические центры, они как бы в своей сути-то все одинаковые. Они все разные, да? Но в своей сути они одинаковые. Это какая-нибудь история войн, какой-нибудь памятник там Екатерине II, история завоеваний, императорский дворец, там дворец мэра, неважно кого, церковь, вот это вот все. И дальше кто во что гораст. То кварталы именно мигрантские кварталы, где живут люди, где чувствуешь жизнь страны, города. Они, конечно, меня цепляют больше. Я не говорю, что центр — это хрень. Отнюдь. Совершенно не хрень. Но видите, как вылетел у меня из головы. Вылетел причем абсолютно. Так, окей. Милана, вот Металлика. Впереди чувак идет в футболке. Что-то мне кажется, что сегодня я китайский квартал не сниму. Но в целом, в общем-то, оно и не страшно. Я еще здесь 3 дня. Мы еще здесь 3 дня. Может быть, мы уже не как основу ролика это с Наташей снимем, а просто снимем наш поход туда, например, если пойдем. Это вот космические корабли бродят в просторы Большого театра, люди в красных жилетах и так далее. Не, я туда не пойду. Дайте мне тень, пожалуйста. Господи, почему у вас нет тени? Почему опять я вижу молодые деревья, которые вырастут, когда я буду старый? Так, Фрида мне вроде указывает, что надо идти, что я на правильном пути. Ну, давайте тогда перейдем на сторону с Фридой. Довольно криповый. И пойдемте наверх. Во, кажется, теперь я почти дошел куда надо. А, ну вот Корея началась. Док-до Корея. Док-до что-то не работает. Паб. Такой прям. Это вот вход в паб, да, этот бачок. Какие у вас интересные заведения, все закрытые. Сиеста давно уже кончилась, вечер на дворе. Ну, кофейня слева работает. Итальянская, хорошо. Во-во-во, началось. Юнос Нейлс. Пожалуйста. Господи. Кибер что-то там. Кебаб, гриль и пицца. Ну, не совсем китайская. А вот выше Индо-Пакистане. А перед ним какая-то нан-нан. Китайская. Ну, то есть здесь еще индусы, похоже, с пакистанцами тусят. В этом районе. Я помню только китайцев. Это, кстати, у меня не горизонт завален, это улица так идет. Хотя, может, и горизонт. Я уж ничему не удивлюсь. Ну и прошу прощения за заваленный горизонт. У меня в глазах это выглядит немножко по-другому. И тетушки-матушки, это что такое? Это куда это мы вышли? Это что за Девяткино? Ужас какой, кошмар. Ё-моё. Новая деревня. Блин. Так, окей. Девяткино меня, конечно, вынесло. Ну, тут всякие начались ширпотреб развалы и прочее, прочее, прочее. Кстати, если уж говорим про автомобили и то, как в Испании водят, я бы назвал это так. Они безобразничают. Да. Они безобразничают, они выезжают на
пешеходные переходы, они обгоняют друг друга. Но как-то это все выглядит... То есть, если они не правы, они там отъезжают обратно, как-то извиняются. Меня терзают смутные сомнения, Шурик, что мне туда. Потому что я помню этот отдел полиции с кучей полицейских машин. И как раз эта китайка вроде бы вот в том конце улицы. Если я не ошибаюсь. Господи, сколько здесь машин. Они весь квартал захватили, смотрите. Оп, обычная машина. И дальше снова полиция, 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 полиция. Здесь же вот какой-то Клиффанфан. Чифанфан. Китайская. Это прямо такое, как в американских фильмах, когда полицейские в Нью-Йорке такие с китайской лапшой или с чем-нибудь догоняют какого-нибудь бандита. Вот здесь вот прямо идеально. Полиция, китайская лапша, все, что хочешь. Ну, улица точно не та, но зато она прикольная. И вот только здесь заканчивается полицейский автомобиль. Такой маленькой машинкой, ситроенчиком таким милашечным. И мусор, боже мой, сколько ж мусора-то. Ужас какой. Мусор, а наверху вот такие милашечные балкончики. Ну как вы это вот сочетаете, я не понимаю. Как вы умудряетесь? А ларчик-то просто открывался. Вон полиция. Вот мы дошли до этого дома. Поворачиваемся направо. И уже видим толпу людей. Всякие Миарос. Почему оно почему-то все закрыто? Я не понимаю. Гарай какой-то. Гарам. Шум, гам. Люди сидят. Вон. Китайские забегаловки. Вон там народ тусит, играет в автоматы. Так, а китайка наша, ваша, куда я шел, она как раз на параллельной улице, параллельной полицейскому участку. Вот она. Бар Дим Сам. Я удивлен, что здесь нету очереди. Потому что в час дня, когда она открывается, тут стоит очередище длиною, наверное, в час. А сейчас, смотрите, никого. Видимо, это люди на обед приходят. Короче, очень советую. Бар Дим Сам, Шангри-Ла. На карте отмечу. Ну и прямо рядом с китайкой какой-то чат кутежа, короче, происходит. Стоит полиция, ревет где-то вдалеке сирена. Тут какие-то вообще непонятные мне новострои. В каком стиле тоже понять не могу. Стиль Девяткина совместили, значит, скрестили со сталинскими высотками. Это, в общем, площадь Испании. Там стоит еще памятник Сервантесу посередине. В целом, не очень понимаю ее прикола. Это же какой-то прям спальник. Но памятник Сервантесу ничего, пойдемте посмотрим. Там какая-то музыка играет. Ярмарка, что ли, какая? Сейчас сцена вон даже стоит. Блин, эта сцена прямо у памятника Сервантесу. Я хотел его снять и закончить им ролик. О, запахи Мадрида, моча, мусор. Фу. Какие-то... она не совсем у памятника Сервантесу, хорошо. Какие-то тут, в общем, народные гуляния. Какие-то ребятки танцуют или что-то такое. Но зрителей у них немного, так что я думаю, что это типичный случай народных таких выступлений. Так, что тут у нас? Впереди еще туалеты, которые, скорее всего, так же ужасно воняют, как и те, которые я прошел. Вон там памятник. Возле него я и хотел закончить сегодняшнюю прогулку. Тут не пройти, тут залочили. Да ёж твой тарары. Ну хотя бы в тенечке, хоть и вижу, куда иду. Я бы на такой погоде тоже отдыхал, если я в штанах ходил. Ой, боже. Это мы в школе учились, и мои одноклассники Егор и Витек шли по... Тут по Фурштадтской, тут по Кирочной, и там бомж сидит. Витек такой бедный чувак. Они подходят ближе, от бомжа аура
и всего остального. Жуткое вонище. Витек такой паузу выдержал. Бедный вонючий чувак. Вот лежал чувак бедный вонючий. В общем, вот Сервантес и его потрясающий Дон Кихот. Ну и Санчо на осле. Если не читали Дон Кихота, почитайте. Она, конечно, довольно такая, как сказать, как у Льва Николаевича. Очень долгая книга, но очень интересная. То ли Сервантес, а еще Дон Кихот. Кстати, фильм Терри Гиллиама «Дон Кихот» очень советую. Спасибо, что гуляли сегодня со мной. Мадрид классный, и это лишь малая его часть. Чао! Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Спасибо спонсорам на YouTube и Boosty. Как вам Мадрид? Пишите свои впечатления в комментариях. Честно, мне Мадрид нравится. Да, он кардинально разный от квартала к кварталу. Да, в нем есть мусор, бездомные и не всегда приятные запахи. Но в нем есть и невероятной красоты парки, дворцы и районы с широкими проспектами. А еще классные люди. Этот город не без греха, но он очень живой. Как говорил герой фильма Some Like It Hot, у каждого свои недостатки. У каждого свои недостатки. Подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного. И бонус-треком, как это называется, по скрипту, короче, забыл снять. В общем, были мы с вами вот там. Закончили ролик на площади до Плаза де Испана. И вот здесь прямо на углу рекомендация от меня, кафе под названием То-То. Как вы видите, там толпень, там не сесть. И это не просто так. Там очень крутой кофе, классные печеньки и все такое. В общем, вот То-То рекомендую. Пока!